Угу, хорошо, я тоже запустил. Я с вебкой был. Так, раз, два, три. Hi ladies and hi zyables, and baby ladies and baby zyables. Дайзен Росстримхаб в научковую тему Google получ количество просмотров чама от НДП. Да, конечно, не надо, спасибо. Так, поехали. В общем, вышло обновление в игре. Всем, кто будет смотреть записи, я не буду ждать, пока придут люди. Вот, мало ли кого заинтересует. Начнем сейчас через Steam, и переводчик я это все буду озвучивать. Ну и подумаем, что там будет. Потому что я еще не читал список. Но я видел, бойцов добавили, одного даже русского. Тоже мы их параметры посмотрим, может поиграем сегодня на них. Так. Все, начинаем. Сейчас я буду потихоньку копировать и читать. Привет, фанаты боев. В этом обновлении вас ждут 4 новых бойца, новое место проведения, некоторые ключевые изменения в игровом процессе и рейтингов бойцов. Как мы сообщали на канале Undisputed на YouTube, следующие несколько обновлений будут посвящены нескольким ключевым областям отзывов сообщества. Прежде чем мы подробно расскажем о последнем выпуске, ну это, наверное, обновление. Вот некоторые подробности. Сейчас я музыку выключу. Вот, кстати, новый боец. Хороший этот. Спасибо. Так, сейчас надо музыку пока выключить. А, я ее сейчас аппаратным путем я сейчас вырублю. Вот, так, значит, прежде, так, в нескольких областях мы продолжим фокусироваться в следующих нескольких обновлениях. Так, ну все, ладно, это все вода была. Читаем дальше. Вон, боди, апперкот, спам. Ну, была вот такая фигня. Сейчас посмотрим, что они имеют в виду под этим всем. Онлайн-игроки могут многократно использовать апперкот тела без основных последствий, без особых, что приводит к несбалансированным боям. В настоящее время мы тестируем два внутренних решения. Изменение нацеливания на апперкот тела и изменение на блокировку тела, которые мы надеемся выпустить в следующем обновлении игры. То есть не сейчас, но они об этом думают, да? Этот спам апперкотов. Но на самом деле действительно очень сложно защищаться от апперкотов, потому что нажимаешь два шифта, он вроде бы как закрывает нижнюю часть, но при этом апперкоты он не закрывает. И получается, тебе надо, чтобы заблокировать апперкот, тебе надо 3 шифта зажать, чтобы он вот прям вот так совсем сделал. Это очень сложно. Ну, то есть ты должен двигаться, у тебя вот так еще 3 шифта должно быть зажато. Это жестко, конечно. Так, идем дальше. Ну, как сложно это копировать. У меня он куда-то вечно пропадает. Мы продолжаем работать над улучшением сетевой стабильности и хотим убедиться, что делаем это правильно, потому что знаем, как неприятно играть с рассинхронизацией. Уж я-то тоже знаю фантомные удары и отключение от боя. Улучшение, значит, этого большая задача, требующая большой работы и тестирования. Наши исследования показывают, что до любого улучшения осталось несколько обновлений. С этой целью мы также добавляем дополнительные ресурсы в нашу онлайн-команду, а также привлекаем сторонних экспертов, чтобы помочь нам найти лучшее долгосрочное решение для онлайн-игры. Но что-то мне пока не нравится описание обновлений, что-то какая-то одна вода сплошная. Так, что там про читеров? Давайте посмотрим. Что-то они там про читеров тоже написали. Мы знаем, что сталкиваться с мошенниками в сети неприятно, и мы хотим, чтобы вы знали, что мошенники никогда не будут приветствоваться в Undisputed. Но пока они его захватили. Понятное дело. Мы прилагаем все усилия, чтобы решить эту проблему. У нас есть план, но это занимает больше времени, чем нам хотелось бы. Мы внедрим сторонний античит, чтобы гарантировать, что мошенники должным образом исключены из онлайн-игры. К сожалению, это требует от нас переделки некоторых наших сетевых серверных систем, прежде чем мы сможем внедрить античит. А это означает, что до решения еще несколько обновлений.
Ну, понятно, значит, еще несколько обновлений никто играть не будет. Пока они античит не сделают. Ну и, собственно, начинается то, что Василий Ломаченко добавлен. Мы его посмотрим. Ну, это супер легкий и легкий, как я понял. Амир Кхан какой-то. Он, значит, в среднем, в легком и полусреднем как-то, там, не знаю. Я вот эти вот по-английски вообще не понимаю. Сейчас вот скопирую. Может, он мне как раз объяснит. Ну да, я правильно сказал. Хан присоединится к легкому, полусреднему и среднему. То есть welterweight это полусредний, как я и думал. Все равно так много всяких вот этих вот категорий. Полулегкий, легкий, там полусредний, средний, полутяжелый, тяжелый. Там, легкие, ультралегкие, это вообще... Не знаю, был бы легкий, средний, тяжелый, все. Любят они вот это какие-то полукатегории. Так, ну вот Флойд, это который сейчас у меня, и Дэниел Джейкоб в среднем. Ну ладно, тогда сейчас всех их посмотрим. Я думаю, сегодня за них поиграем. Вот. Мы также добавили в игру совершенно новую локацию. Добро пожаловать на Кирицу Арена. Красивое пятиугольное сооружение в японском стиле. Кирицу или Кирицу, как правильно, означает дисциплину, так что обязательно продемонстрирует свое владение рингом и мастерством бокса. Ну хорошо, ладно. Так, это, короче, они локацию добавили. Не локацию, а арену. Да, геймплей changed. Так, вот это вот, конечно, хорошо. Вот это вот надо почитать. Это дедушке нравится. Так, сейчас. Тут прям много. Тут, значит, что у нас? Мы изменили систему повреждений здоровья с 6 отдельных зон повреждений на одну общую зону головы и одну общую зону тела. Слава богу! Слава богу! Наконец-то это произошло. Я даже вот я хочу это проверить. Наконец-то закончилось вот это вот. Мы изменили систему повреждений здоровья с 6 отдельных зон повреждений на одну общую зону головы и одну общую зону тела. И об этом я и говорил. Что, ну как такое может быть, что человеку настучали с правой стороны, да, ему плохо, ему грустно, но это никак не отражается на левую часть его головы. То есть, значит, если у него здесь красное, то, а здесь все замечательно чистое, но так не бывает. То есть, если тебе бьют в голову, неважно, куда тебе ударили, тебе общей голове неприятно, да, она у тебя одна. И в живот, если тебе бьют, нет понятия левой части живота, там и правой. То есть тебе, если ударили в живот, тебе в общем больно в живот получать. Это правильное решение. И мне это с какой стороны нравится? Потому что я люблю боксировать. То есть я люблю наносить удары с разных сторон. А до этого игра, получается, она поощряла именно то, что надо было бить, вот одну сторону отбивать. Вот ты нацелился... бить только с правой стороны в голову. Вот ты бьешь с правой стороны в голову. Потому что если ты уже ее разбил, зачем тебе бить в левую сторону? Тебе надо опять заново все здоровье тратить. Так что я считаю это очень здорово. Давайте посмотрим потом в геймплее, в моем, как это все выглядит. Мы надеемся, что это наряду с изменением порога ошеломления ниже побудит игроков смешивать свои боевые стили, что должно привести к более высокому качеству матчей в сети. Я согласен. Мы изменили пороги урона, используемые для расчета шанса ошеломления. Бойцы теперь с большей вероятностью доведут своего противника до ошеломления, смешивая комбинацию ударов и приземлений вместо того, чтобы постоянно сосредоточиться на одном и том же ударе. Вот о чем я и говорил. То есть люди будут стараться комбинировать удары, а не просто долбить в левую часть головы, потому что она уже отбитая, например. Это не влияет на вероятность мгновенного ошеломления. Мы уменьшили скорость движения ошеломленных бойцов, чтобы игроки могли отрезать кольцо и обеспечить добивание, когда противник находится в состоянии шока. Так, ну это... Надо на английском, наверное, почитать.
Имеется в виду... Скорость, да. Ну, то есть они медленнее будут уходить. То есть сейчас, когда человек ошеломлен, очень быстро уходит персонаж. Вот. То есть у него будет меньше шансов убежать. Это хорошо, это да. Это они молодцы. Так, добавлено предупреждение в поиске интерфейс в бою, которое покажет игроку, если он близок к ошеломлению, и удаленный интерфейс части тела. Кривая была уменьшена до общей выносливости, регенерация выносливости, что означает, бойцов с более высоким рейтингом выносливости имеют менее резкое преимущество. Конечная цель здесь убедиться, что мы видим статистику ударов, которая больше соответствует тому, что вы видели бы в реальном бою. Так, вот это я не совсем понял. Удаленный интерфейс частей тела, то есть теперь их нету, да, там, сколько у тебя чего отбито. И что-то они там с выносливостью переработали. Так, а где это? Так, ну ладно, блин, вот это хорошо, вот это мне понравилось. Так, ладно, там еще что-то есть. Генеральный апдейт. Так, ну вот это они основные части. Что-то АИ апдейт они здесь сделали. Сейчас мы это все тоже почитаем. На экране результатов после боя теперь также будет отображаться оставшееся здоровье и выносливость обоих бойцов, которые были у них на момент окончания боя. Я об этом писал! Они прислушались! Они прислушались ко мне. Я писал им на почту именно это. Я писал им именно это на почту, чтобы в конце боя отображалось здоровье и выносливость бойцов. Кто-нибудь перемотайте мои стримы. Я всегда об этом говорил, что на экране результатов поля боя теперь показывают здоровье и выносливость обоих бойцов на момент окончания. Это очень важно, потому что так можно вычислить читера, и таким образом можно посмотреть, насколько ты был эффективен в бою. То есть ты думаешь, что ты офигенные удары наносил по корпусу, и хочешь посмотреть, так, а сколько же у него выносливости было? Я ему пузо отбивал все это время. А там ты смотришь, у него все нормально. Но это не значит, что он читер. Это может быть значит, что твои удары были не очень-то эффективны. То есть это будет полезно, во-первых, и против читеров, потому что тоже это будет на графике видно, что он читер. И также это будет видно, твоя эффективность в бою, в поединке. Ты будешь понимать, что насколько ты был эффективен. Насколько твои комбинации хороши были. То есть ты что-то такое подумал, что это круто. Попробовал это в бою. Посмотрел по графикам и смотришь, нет, что-то фигня какая-то. Я нифига не достиг того результата, которого бы хотел. Это вообще, это респект. Вот это я им на почту писал. Если хотите прувы, я вам скину. Я им это писал. Я даже, может, сейчас найду. Вот. Найти не слышу, или как? Это респект. Вот это реально респект. Вообще. Да, мне прям уже не терпится попробовать все это. Ну ладно. Привет, Джей. Я тебя видел, кстати, на прошлом стриме. Как настроение, как бодрость духа. Если есть какие-то вопросы по игре, задавай. Сегодня будет бокс днем, а вечером будет резидент. Если тебе понравился резидент, тогда вот где-то в районе 9, полдесятого приходи. Вот. Будут какие-то вопросы там в целом по играм и так далее. Можешь не стесняться задавать. Так, мы надеемся, что это поможет игрокам понять и улучшить то, как они сражаются, а также даст нам возможность давать
нам более обоснованные отзывы о выносливости и балансировке урона. Ну вот, видите, о чем папа и говорил. Вот почему меня не слушают? Или они все-таки мое письмо послушали? Тогда почему они мне не ответили? Мне это не понравилось. Разработчики, если меня смотрите, напишите, почему вы мне не ответили. Я недоволен. Вот я вам сейчас это, если найду. Так. Что-то я не вижу. Я, конечно, давно отправлял. Или я с Яндекс.Почты. Может, из-за того, что я Яндекс.Почту использовал. Так вышло. Неплатка. Так, не, слушайте, я что-то не вижу. Я точно помню, что я им отправлял. Что-то оно затерялось. Отправленные. Так, это не то. Угу. Ну ладно, неважно. Что-то я не знаю, оно куда-то улетело. Я почему-то его найти в отправленных не могу. Вот странно. Я точно помню, что я это делал. А, подождите. Или я это через почту делал? Ну-ка, сейчас, секундочку. Прям вот пару минут. Я к ним на этот официальный сайт зайду. И по почте будет понятно. Я им тут значит, в саппорт писал. Вот, саппорт. У них что-то так сайт поменялся, кстати. Что-то раньше такого не было. О, контакт саппорт, отлично. Ее email адрес. А, ну это была форма через их сайт, поэтому, наверное, у меня не высвечивается это. Потому что тут вот форма, да, я, короче... А, кстати, русская есть служба поддержки. Прикольно. Раньше не было такого. Короче, я через сайт делал, поэтому нету здесь этого. Вот. Ну, ничего страшного. Ладно, продолжим. Значит, дальше, что там в описании идет к обновлению? Игроки могут рассчитывать на постоянное улучшение, включая более заметную разницу между стилями боя. Например, слагер против аутбоксера с течением времени. Над ИИ предстоит еще много работы, поэтому мы будем рады услышать ваши отзывы и пожелания. Мы создали специальный чат, чтобы сосредоточиться на отзывах об ИИ. Не, молодцы, ребят. Ну, видите, стараются. Интересно, а онлайн подрос? Люди вернулись в игру после обновы? Ну, обнова, конечно, всегда привлекает людей. Сейчас посмотрим.
Ну, 885, на самом деле, не так много, как хотелось бы. Так, это я прочитал. А это я прочитал. Ну и в основном там правки по... О, ни хрена себе, они Вайлдера это тронули. Чуть-чуть его переработали, я просто за него играю. Ну тут всякие правки по... И Тайсона Фьюри. Ну, короче, всех, за кого я играл, всех они поправили, теперь играть за них невозможно. Да, я понял, спасибо. Спасибо большое вам. Так, ну вот основные были моменты. Давайте пробовать. Все, мне не терпится. Один разочек, конечно, сыграем, наверное, против бота. Вот. А потом пойдем в основное. Так. Поехали. Ну, наконец-то прислушались. Я не знаю, может быть, правда, мой отзыв тоже как-то сыграл на все это. Спасибо. Угу. Вот. Может, как-то мой отзыв тоже повлиял, я надеюсь. Но не то, что он был решающий. Может, еще кто-то писал про это, например. Так, смотрим. Флойд Петерсон. У него хорошие удары под 90. Контрпанч 95. Слушайте, ну может это будет новый мой боксер в тяжелом, потому что я люблю тяжелый вес. Так, что у него по описанию? Любит, короче, он комбировать. Каждый удар на 3% сильнее. После 8-го у него стамина хуже восстанавливается. Легкая рука. Повышенный урон на 3%, но скорость получается у него понижена. Left hook. Вот. Левый похоронный, а правый просто так, короче, у него. На 5% хуже. Так, ну ладно, давайте я тогда поставлю. Ну, не хотелось бы прям мешка ставить. Вот, давайте его поставим. Как раз 8.7 на 8.7 будет. Все честно. Так, тут вот она, новая арена. Давайте и новую арену посмотрим. Так. Я, кстати, не знал, что сегодня обнова будет. Я хотел просто поиграть. И такой захожу в игру перед стримом. Бах, смотрю, 10 гигов обнова. Я такой, опа, здравствуйте. Но то, что я прочитал, мне в целом понравилось. Ну, конечно, и воды много. Alongside me, former world champion Johnny Nelson. It's going to be unbelievable. The fans, everybody around the world, the fighters. This is The gentleman of boxing, Floyd Patterson. This bout is scheduled for 12 rounds. We've waited a long time for this fight. We're expecting an all-out offensive display. Интересная стойка у него. Left punch. Lands with the right counter. And a counter left. There's a right hand. Слушайте, мне пока нравится. Интересная стойка, интересные удары. Вот, видите, шанс пошатнуться теперь появился. Типа голова. У него интересные удары. У него джеб даже усиленный как-то по-другому выглядит. Вот это апперкот. Это похоронный апперкот был.
Ну все, я теперь просто всех буду уничтожать, ребят. Это самое правильное было решение, что теперь неважно, куда ты бьешь, с левой стороны по голове, с правой стороны по голове. Если голова разбита, она разбита. Все. Ты можешь теперь комбить. Тебе не нужно вот это по 5 раз бить в одну сторону. Это очень здорово. Убрали, видите, полоски. Теперь есть только голова и тело. Все. Больше ничего нету. Мне пока очень нравится. И боксер классный. Так, давайте ему чуть-чуть дадим отдохнуть. У него пульс скачет. У него классные удары. У него интересная стойка. Руки длинные. Не знаю, ну балдеж, мне нравится. Надо еще от этого русского посмотреть, или он не русский. Я что-то просто посмотрел, такое имя у него. Блин, отличное обновление. Я прям, вот это меня порадовало. Во-первых, то, что... Ну, тут две вещи, о которых я мечтал. Прям, ну, две вещи, которые я хотел. Это то, что общее здоровье у частей тела. И то, что в конце боя показывает здоровье и выносливость. Это прям то, что я мечтал. Вот этот боксер мне тоже очень нравится. Думаю, в тяжелом весе я буду на нем играть. Отличная комбинация. Вот, ну посмотрите, ну это же прекрасно. Ты можешь видеть, сколько ты в каком раунде нанес. Вы посмотрите. То есть там в первом раунде вот так у него было. Во втором раунде вот сколько у него здоровья, сколько выносливости. Это офигенно. Респект. Все, вот это респект. Молодцы. Так, давайте смотреть дальше. Дальше что тут? Команда ВК Play Live? Что, Джей из команды ВК Play Live? Это как... Он кто? Модератор, что ли? Обозреваю, что нового будет на Twitch и Trovo. Об обновлении программ, таких как OBS. Ничего лишнего, только полезные новости. Интересно. То есть ты, получается, из этой... Из команды ВК. Так, давайте посмотрим. И, конечно, вот он, да? Что-то я такого не помню. Сейчас посмотрю. Я просто так-то прям наизусть их не помню. Я в основном играю в тяжелом весе. Сейчас другого посмотрим боксера. Так, где они тут все? Василий Ломаченко. Lightweight, то есть он в легком. Вот он. Да. А, Василий Ломаченко это украинец. Понятно. Я думал, наконец-то хотя бы один русский боксер будет. Правильно же я флаг читаю? Или я что-то перепутал? Ну-ка, сейчас Усика посмотрю. У него такой же, правильно? Ну да, все правильно.
Значит, это еще один украинский боксер. Давайте посмотрим, что у него там по параметрам его. Ух, сколько у него тут перков. 97 контрпанч. Удары неплохие. И что-то миллион перков там. Ну тоже у него вот эти... С каждым последующим... С каждым последующим ударом все будет больнее и больнее. Привет, снайпер. Сегодня обнова вышла в боксе. Вот такая вот. Респект просто. Куча, ну, нескольких боксеров добавили. Вот сейчас обозреваю. Добавили, что я мечтал, что в конце боя выносливость показывает и здоровье. И теперь общее здоровье головы и тела. Это вот если вкратце. Принц, значит... Incredible damage on all direction punches. Ну, что-то вот это реально лютый чувак. Давайте попробую тоже. Обнова плюс респект равно обнапект. Так, ну давайте против Ну топ... или респектного. Будем играть против топа, правильно? Хотя можно его же Привет, выбрать. наконец-то обнова. Да, привет. Наконец-то обнова, правда. Ну ты читал про обнову или тебе рассказать? Я, конечно, у меня в ролике я все это перевел через Google и... За украинца. Ну да. Вот новая арена, кстати. Давайте опять на ней поиграем. Добавили, короче, боксеров. Вот. Я думал, что это русский, а он украинец оказался. Еще один. Вот. Да, я все прочитал. Блин, вообще, да, классно. То, что теперь общее здоровье головы и тела. И то, что в конце боя показывает здоровье и выносливость. Я об этом мечтал, помнишь? На стримах я говорил все время об этом. Очень классно. Еще один украинец. Да, ну там Усик был. И вот Ломаченко. Но я сначала... Ну правильно, он же на О. Он тоже левша? Блин, не люблю левшу. Ну да, надеюсь, что Стамин не будет уходить за один раунд. Ну, мне так... Кстати, Усик отнули сильно. Ой, что-то игра намного громче, чем чат. Ну да, там моих очень много пофиксили. Там и Вайлдер, и этот... Сейчас, извините, сейчас игру потише сделаю. Ну, сейчас в мультиплеере тоже посмотрим. Сейчас я Undisputed сделаю, ну пусть будет 60, например. А то там громко толпа. Уайлдера не пофиксили, а Фьюри жестко пофиксили. Ай. Че дерешься, а? Ну, удары вроде, кстати, неплохие, но левшой, конечно, сложнее играть. Видишь, теперь две полоски. Он дерется. А ты кусайся. Завтра будешь играть? Не, завтра я на работе. Ну или ноги ему оттопчи. Сейчас все будет, ребят, не переживайте. Привет. Скажи ему, чтобы не брался.
Так. The referee Чё-то чат сегодня тихий, надо посмотреть почему. to see here in round two. Да. Чё, как там у тебя подготовка? This counterpuncher is gonna whip Давай in все там and сдавай как надо и like возвращайся a на snake. стримы. Keep an eye on this guy. To beat a counterpuncher, you've got to take them out of their pace. Do not wait for them. Because if you wait, Да интересно, как они настроили теперь удары, оставив только здоровье головы и корпуса по одной полоске. He blocks that jab. Ну я О, подготовку дружочек. ждал на 76 Пирожочек. баллов. What a punch. Perfect punch. Ну, по читерам, пока они ничего сделать не смогли, это если вкратце и тоже Man in this про обнову. gotta figure out a way to neutralize that length. very smart, very sharp. This is a fit young man style that he's Там got. сейчас еще один стример играет, этот Notorious Game. Но я его знаю по UFC. Вот. Я его посмотрел пару раз, мне немножко не нравится. Может, он, конечно, играет неплохо, но такой, он немного грубоватый, да? Ее не оценивают, Кто-нибудь но смотрел мне его? сказали, если так экзамен напишешь, то Ну, каждому тогда своё, 76 баллов будет. That's a scoring left hand. This round's still up for grabs. Они We're будут just taking- переделывать хорошо. все, чтобы встроить античит в игру. Мне кажется, кстати, боты вот раньше так не уворачивались, да? То есть вот он стал прям эти уклоны делать. Я не помню, что боты уклоны делали. Let's get it started in round three. А что тут в боксе обнова была? Start to feel each other out. One will probably rely more on their speed than their power. Я, кстати, Кимбо написал, не знаю, прочитает. Я ему в Дискорде написал, что обновление вышло. У. Потом уклонился под мой апперкот. Starting to land some punches. Да, сегодня. Why aren't they defending? And wait a minute, a left hand lands. You've heard the phrase finding a second win. I don't think I need to Тяжело tell мне you на which левшах. of these fighters needs to find it. Now this is about desire. This is about character. This is about what? Так, о, я его почти пошатнул, видите, значок? Эх, все, пропустил вспышку. Остановился. Oh, what a punch! Another scoring shot there. Там, кстати, Фрейзера нехило отнули. А мы его Али порезали, надо будет завтра поиграть, посмотреть, как оно пойдет. You know this Воу-воу-воу, all потише. over the place in this one. Не, ну, тяжелый боец. Не знаю, мне не подходит, наверное. What would you tell this guy? Что-то вот я, допустим, в тяжах играл за чувака, я прям во втором раунде попустил. Здесь я с ним дерусь. Надо привыкать к нему. Он интересный, конечно. Ну, как левша, How сложно. did they use this fighter's aggression against them? Нужно все-таки это, They are a на нем почаще играть, fit. If you are not чтобы fit, понять it's the его. worst place to be. Having second thoughts. Но у него зато есть вот какая-то фирменный уход, видите? В бок. And he misses with that jab. Ой, Rung his bell. Can
Рэй, конечно. А что в одного добавили Да. или что-то по фиксу? Надо будет за Усика попробовать. А сколько у него теперь рейтинг стал? 91. Покажи потом после этого боя. Nice exchanges from both men in this round. Да нет, игра по-прежнему говно. How many punches you throw, it's about how many you land and how hard they are. Todd, we know one of these fights Сергей, can там knock you большое out with a обновление. single jab. They're that powerful. Тяжело, тяжело. He misses with that jab. Both of these men showing exceptional chins, by the way. Уворачивается хорошо. Я не помню, чтобы боты уворачивались. And this with that jab. A very competitive round with 10 seconds left. From this moment forward, he cannot afford Да, to у него lose another сечка. round. On to the fifth week. Сейчас я чат посмотрю. Так, может как-то получится погромче. Надо будет за Усика попробовать, а сколько у него теперь рейтинг стал. Так, а у меня что-то совсем звук пропал. Простите, ребят, что звук пропал. Сейчас я разберусь, что за фигня. Так. Извиняюсь, что сообщение не прочитал. Так. Я просто тут в ОБС что-то совсем наумничал. Да не, игра по-прежнему говно. Не, а чё так сразу? Можно как-то подробнее? Не набрасывайтесь сразу так тоже на игру, как бы, ну, не набрать. Игра обновляется, она же еще не вышла. Я сейчас прочитаю все сообщения, которые не прочитал. Фьюри жестко пофиксили. Да, интересно, как они настроят теперь удары, оставив только здоровье головы и корпуса по одной полоске. Подготовку сдал на 76 баллов. Ну, это отлично. Ее не оценивают, но мне сказали, если так экзамен напишут, то тогда 76 баллов будет. Они будут переделывать все, чтобы встроить античит в игру. Не знаю. Ну, они хотят, да, обстраивать его. Фрейзера Игра нехило. по факту сейчас вышла только на 25%. Да. Да, добавили механики другие немножко теперь. Раньше было там левая часть головы, середина. Левая часть головы, правая часть головы, середина, левая часть головы. Правый корпус, середина корпуса, левый корпус. Теперь есть только корпус и голова, все. В конце боя показывают здоровье и выносливость, как я и мечтал. Вот, и добавили бойцов и арену. Надо будет за Усика попробовать. А сколько у него теперь рейтинг стал? 91, покажи после этого боя. Хорошо, покажу. Так, вот, все. Так, сейчас. Настройки. Сейчас. Синтез речи, голос, тон голоса. Громкость. Блин, ну громкость стоит большая, но что-то можно было и погромче. Ну ладно. Но выносливости нет. Fighter has tested their opponent's power and apparently isn't impressed as they continue to walk through all these power shots. Work the body, frustrate them, take the mind off the chin, take the mind off the tech and everything around that. По поводу ВК Play. Что там тебе осталось до одного уровня? Box the fight and beat them on points. Чего? Базовый уровень я набрал, все. До первого уровня там платные подписки нужны. Вот. На бусте.
4000. Вот, но я не наберу столько. Так что я на базовом уровне пока что. Но я обновил Бусти, добавил больше смайликов для платных подписчиков. Будут приватные стримы для платных подписчиков. Раз в недельку, наверное, пока планирую. Может, потом раз в 2 недели. Не знаю, как пойдет. И сделал значки на первые 3 месяца. То есть, если постоянно подписываться, то этот значок меняется. Там первый месяц один, второй месяц другой. Вот так вот. Но я считаю, это все-таки все равно драконьи условия. 4000 для ноунейма стримера, как бы. Это даже для известного стримера и то сложно. Потому что платные подписки — дело такое. Добровольные. И делать это как обязательное условие сложно. Отлично. Прям под конец его шатнул. Не знаю, для меня этот боец сложноват. Привыкать надо. То есть вот на том, которым я сыграл, там прям я этого пошатнул за 2 или 3 раунда. Флойд или как его там? С другой стороны, я против легенды играю. Этого Робинсона. Может, из-за этого сложно. Надо было кого-нибудь попроще поставить. Опа-па. На 100%, когда одного выйдет. На 100%, когда обнова выйдет. Я не знаю. Вот только обнова вышла. Легенды, остальные мешки. Ну да. Не, знаете, вот самый главный мешок — это Джоя. Он мне хоть и нравится как боксер, но какие же у него медленные удары. Он как будто бьет, я не знаю, в слоумо. У него вот этот хук летит, это в тяжелых весе. Джаггернаут у него трусы. Это вообще, это вот, ну, настолько он медленный. Это просто невозможно. Ой-ой. Джо-Джойс. Да, очень медленный. Я не знаю, он в жизни тоже такой медленный или что? Которым ты дрался против меня. Да. Ну, на нем тяжело играть, правда. Он мне хоть и нравится, но тяжело. Tell he's stronger, but he's not faster. Эх, промахнулся. Уже выносливости нифига не осталось. Ой-ой. Видите, предупреждение головы появляется. Он тебя пока что обкурит пальцы. Ну да. Я первый раз на нем играю. На самих себя и в жизни здесь максимум 5 бойцов, поход. На. Ты имеешь в виду именно модельками? По очкам обходит. Ребят, не смотрите на очки. Он не доживет до 12 раунда. Какие ему очки-то? Только бабушкины ему сейчас очки сделаю.
похоже движением. А, Очки на глаза. Oh, that punch. вот я не знаю, почему у левшей хук Chins, by the way. с левой, он какой-то вообще корявый. Он куда летит? Вот. Алекс, Фейзер, Робинсон, Леонард, Джонс. What a huge momentum swing. Так получается, но у меня выносливости совсем не осталось. And they're back at it again here in round 8. У него тоже. One of the best attributes to have in boxing has nothing to do with boxing. It's how well you can take a punch to the face. The problem with having a chin that everybody Ой-ой. knows if they hit Так, you, подышать you're hurt, нужно. you're gone. You've got to protect that, but you've also got to get your shots off. And they forget, you can bang too. Right punch. Верлистый. And this is with that jab. Все, уже выносливости нету. How do they use this fighter's aggression? Эх, вот сейчас если попал бы. Times when you have a fight, the best way to beat a fight is not give them what they want. Because they want to get you there, they want you to stand there. Ой! Походу все. Я в 3 погибели согнулся. Ну да. Celebrate after a Ну вот knockout видите. win here. По животику попал мне. Tom, did you see the shot? That's not a knockout, that's an assassination. What a shot! По животику попал. Ну мы, смотрите, сравнялись по очкам. 66-66 было. Вот видите полоски здоровья? Вот это мне очень нравится. То есть можно... Я помню, мы с тобой играли, я за Леонардо, а ты не помню. И у меня стамина осталась на 2 удара. Да. Ну, я заметил, кстати, есть такая фигня. Ну, вот сейчас пока я такого не замечал с новым обновлением. Если замечу, покажу вам. Раньше как было? Вот бывали какие-то раунды сумасшедшие. То есть ты вьешь обычный удар, а он засчитывается как будто усиленный. И вот ты, бывает, 2 хука сделаешь, у тебя все, у тебя стамина в 0 улетает. Если вот такое происходит, вам просто надо этот раунд бегать и ничего не делать. Чтобы по стамине не уйти в 0. Вот видите, каждый раунд можно посмотреть, сколько стамины оставалось. Это вот против читеров очень хорошо будет. Прикиньте, у чувака в 5-м раунде 100 было, под конец 6-го у него 46 стало. У нас с тобой была Али против Джойса. Прикольно. Так, давайте еще посмотрим, кто там следующий. Так, кто там по списку? Амир Кхан. Он в middle, ну то есть в среднем, да? Сейчас посмотрим. Так, вот он, да? Нет, это Дэниел Джейкоб. Но я его Покажи тоже... Усика. Я его, кстати, тоже не помню. Он, наверное, тоже новенький. Да, Джейкоб тоже новенький. А, Усика показать сейчас. А в каком есть это... 89 у него. Так, ну он, я помню, есть и в этом, да? Как это? Он еще в какой-то был. То есть 92 он в Cruiserweight, 89 в тяжах. Так, давайте посмотрим. Вот этого тоже не помню. Дэниел Джейкоб, Амир Кхан.
Ну, я и вот этого, кстати, не помню. Нигельбена. Вы помните его? Я что-то не знаю, я его не помню. Флойд Петерсон. Это вот в тяжах. Но он мне понравился, классный. Амир Хан. Странно, как они так статы ему усилили, а рейтинг не поменяли. Ну, наверное, за счет чего-то другого так получается. Так, смотрите, вот еще один. Ну, Дэниел Джейкоб. Так, а Амир Хан, это вот он где? А, вот он. Ну, за всех, за них еще тоже поиграем сейчас. Что у него тут? Ну, с виду неплохой. Попробуем. Там и перки интересные. Ну, я просто в этом весе не играл, поэтому вот. Может, из-за этого. Так, я забыл прикрепить, сейчас вам скину. В общем, там все мои соцсети, кому интересно, и ссылка на донат там тоже. Если кто-то хочет поддержать. Сейчас вам скину. Там все полезные мои ссылки. Я обычно закрепляю, в этот раз я что-то забыл. Поддержка канала и полезные ссылки. Надо сейчас еще в рейтинг пойти сыграть. Подышать. Мне кажется, боты тоже немного поменялись. То есть вот добавились уклоны. Раньше боты не уклонялись особо. Опа! На куканчик. Все, присел. Ну вот не знаю, некоторые боксеры, вот они ложатся на тебя. То есть прям боксировать легко. Вот на том я такого не почувствовал. Ну, может, левша, и опять же привыкать надо. В целом, вроде бы анимации ударов неплохие у него. Но вот что-то как-то привыкать надо. О. Давайте в активной стойке попробую теперь на нем. Ну все, шансов нету. Этот боксер на меня хорошо лег. Так что я, наверное, тоже на нем буду играть. Неплохие. Вот в целом вот эти боксеры все, которые добавились, ну, по крайней мере, за которых я сейчас поиграл, все вполне себе играбельные. Единственное, что я говорю, вот немножко привыкать к тому, что левша, ну, это любому будет не очень удобно.
Мне кажется, боты стали немного себя по-другому вести. Вот, мне кажется, раньше они не делали уклонов. Они только блокировали. А сейчас они пытаются головой что-то там мотать. Я такого не помню. Правда, непонятно, ну, наверное, все-таки я вот сейчас посмотрю, как будет считаться сечка. То есть, если здоровье головы одно, как сечка считается? По-моему, у сечки все-таки есть. Ну да, типа лево-право есть. По здоровью он, конечно, сильно просел. Пытаюсь добавлять апперкоты в свои комбинации. Вот. Пока получается не очень. Но стараюсь. Все, накуканил. Ну, скорее всего, встанет еще. Да. Но мне понравилось. Пока что обновление вроде неплохое. Сейчас еще посмотрим, как это все в мультиплеере выглядит. В целом, я доволен обновлением. Я говорю, две вещи, которые я мечтал, они есть. Это показывание выносливости противника по окончанию матча. Опять же, будет видно читеров, у которых стамина 100 все время. Это будет видно. Будет проще читеров вычислить. Ну и свою эффективность проще будет понять. Интересно, вот этот значок будет в рейтинге показываться, что человек скоро пошатнется или нет? Тоже надо будет посмотреть. Ну как вам боксер? Ну, мне было комфортно на нем боксировать. Так, давайте этого посмотрим. Амира теперь. И у всех такие статы прям по ударам неплохие. О, у него какой-то, смотрите, раньше такого я не видел. Human Highlight Reel. Incredible chance of becoming dazed by 5%. Will dazer damage deal by punches? Human High Reveals. Я что-то такого перка даже не видел. Слушай, ты знаешь, как он переводится? Что это вообще такое? Human Highlight Reel. Undisputed. Так. Undisputed. Highlight Reel. Жалко, из игры прям нельзя скопировать. Becoming Daisy. Так, сейчас я опять этот переводчик открою.
Becoming does it. Блин. Так. Becoming Desert. А, то есть ошеломленным быть. У него повышенный Детройт шанс. Бекон человек. Да. Шанс ошеломления у него 5% увеличен, да? Increased. Increased. Увеличен. И... И в чем тогда фишка этого перка? Интересно. Ну ладно. Давайте как раз здесь можно будет поставить против нас его нового боксера. Детройт Бекон человек. Да. Нет, хорошее обновление, хорошее, мне понравилось. Вот еще, конечно, вопрос с читерами решить. This bout is scheduled. So they stare into each. What a fight we expect this Опять to что ли? be. Both of these athletes primed and ready. А, нет, все нормально. Я думал, опять левша. Punch the score. Nice counter. Nice job landing with that right hand counter. Both men step back for just a moment. Good left counter that lands. Мне кажется, все-таки теперь нельзя так много ударов выбрасывать. Все-таки выносливость как-то отредактирована. Counter shot with the right hand. Потому что я сейчас наношу комбинации, которые раньше наносил, и смотрю, что очень много выносливости теперь уходит. Not too many seats to be had in this arena as the hype То есть вот я сейчас провел удары, и вот у for this меня... showdown. You have some fighters that are big show, big arena fighters, and they bask in this, they love this, they are born for this. You have other fighters where this would be like a rabbit in a headlights. Some nice exchange. Down he goes. Is this the Ух, у него аж зубы выпали, видели? Выбил ему его эти виниры. nice job landing that? This is not where Daniel Jacobs wants to be right now. Nice counter shot. Lands with the right counter. Looks like he's going to survive the round here, but just barely. Jacobs in real trouble. Выжил. Let's see how the game plan changes after that big knockdown. Look, do we Я ему хорошо так настучал. Так, попробуем активную стойку. Who's going to land the first big shot? Perfect counter lands. У него хороший удар прямой. Nice exchange here from both men. Catch and shoot. Both of these men showing exceptional Мне нравится, что боты defense теперь right тоже уворачиваться стали. Это интересно. Ну и выносливость, правда, Я подредактировали. думаю, хороший удар косой. He fails to score with that left hook. То есть уже нельзя так прям махать много. To the right. Даже 5 ударов нанести, это уже сложно. А если еще и в молоко, то есть промахнуться, там вообще там... Counterpuncher is going to wait for you to move first and then will strike like a snake. Keep an eye on this guy. You're fighting a counter puncher, you've got a double shot. Make them react from that, then react then. I know it's hard to think that way, but counter punchers, they're watching you every move. They're heading to it. Some nice exchanges from both men in this round.
counter punch. He just misses with that big right hand. That counter shot lands. Good counter punching. Just gets out of the way of that right uppercut. Nice offensive display, landing that left counter. There's that counter. Ooh, and Daniel Jacobs just got rocked. You know the scorecards are going to be all... And down Успел. goes the Miracle Man. На последней секунде ему в живот дал. Он свалился. Какие уши у него здоровые. Ну, понятное дело, он еще пока встанет, но там еще в следующем раунде, наверное, я его оформлю. It's not over till it's over, but that knocked it. Не, ну все боксеры, которые добавлены, играбельные. В целом, да. Counter fighter relies a lot on their instincts and reaction time. You've got to get in there quick to punch your opponent before he gets his fist back to block. Todd, I understand what you're saying, but you've got to be on this. You've got to be on it. You've got to be a pro. You've got to think right. Concentrate. They exchange punches. Left punch. Oh boy, the Miracle Man now in some trouble. And his best defense is not as good as his offense. We've avoided catastrophe there. Now going for the finish. And down goes Daniel Jacobs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Встал. This is not where Daniel Jacobs wants to be right. And down he goes. Is this the end for Daniel По Jacobs? корпусу очень жесткий удар теперь стал, когда вот критическое состояние, если по пузу дать, очень больно. Ну смотрите, истинный боксер. Сколько? 4 раза уже встал. As we enter the final 10 seconds here, it's probably a round you'd rather forget. Beaten, bruised, and battered, but somehow... There's the bell for round 4. Both of these men show Мне кажется, намного сильнее теперь наказывается, если ты промахиваешься ударом. По выносливости. There's a scoring blow. Ooh, and down goes Daniel Jacobs. Не, вот все. После такого он уже не встанет. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You're out. Все, счастливый, отправляется спать. У него все 2 глаза заплыли. What happened? You saw it here live. Ну все, давайте в рейтинг сейчас пойдем. Ну что скажете? Well, there's no argument Как right вам? there. You say it. Night, night. В принципе, неплохо.
Сейчас пойдем крушить черепа в рейтинг. Если там, конечно, кто-нибудь играет. Карьеру бы тоже вот бы увидеть. Ну погнали, мой любимый тяжелый вес начнем сначала. Ух, сейчас буду. Я заряжен. И вот интересно, кто этот Джей? Что-то ничего не пишет. Тяжелый вес. Жир, что ли? Ну да. Ну они же... Нельзя в боксе драться, если там один весит 100 килограмм, а другой 60. Это изначально глупо ставить их. Понятное дело, что сила удара у тяжеловеса будет больше, он просто его с одного удара убьет и все. Тот в нокаут ляжет. Почему нельзя? Ну, это неравные условия, потому что спортсмены проходят взвешивание. И в каждой категории есть допустимые значения веса. Вот. И мы... I'm Todd Grisham. The crowd cannot wait to witness this one. There's nothing quite like a fight at the Empire Fight Camp. Alongside me, Johnny Nelson. Todd, always a pleasure to work with you. Always a pleasure. It's time now for our tale of the tape. Here he comes, Deontay Wilder, 6'7" tall, with that massive. Ну что, поехали? It's full. This bout is Usually you don't need a Посмотрим теперь, как эти все нововведения будут в онлайне смотреться. С ботами-то оно все, конечно, всегда замечательно. Такой здоровый, кажется. Have you ever danced with the devil under the pale moonlight? That's what these two men are about to go through as they've been talking so much trash on social media. It's Все равно спамить пытаются. Ты за какого из них? Я за Флойда с красными перчатками. Синий угол. У! Ого. Я просто думаю, ему шанс прокнул. Так-то у меня голова-то свежая была. Ты там падать собираешься, друг? Или как у тебя там? Нет, недельной давности. Так, будешь умничать, минус модерка будет. Как тебе такое, Илон Маск? На Ютубе. Везде. Везде.
they don't get complacent. You think this is too easy. If they keep this same kind of pace up, they've got this. Миллион бас. Короче, не показывает вот этот значок, не палит то, что скоро пошатнется. Ну, в принципе, в рейтинге-то оно правильно. Нефиг врагу знать, что я там на грани упасть. Мне кажется, как будто немножко анимации ударов поменяли, или нет? Упала цен в магазине. В каком? Ну, что-то мне не нравится, что он еще пока ни разу не упал. О! О, видели, как ноги выпрямились? Все. Я ему в челюсть попал. У него аж вот так нога выпрямилась. Пальцем вперед. А если противнику показать некоторые цены в некоторых магазинах, он упадет. Ну, смотря в каких. О, бегать начал. Нормально я ему по пузику настучал. Вот это в конце зарубу устроили там. Не ему размениваться со мной сейчас. Без головы там сидит. Не, вот этот новый боксер явно мне подходит в тяжелом весе. Мне прям приятно на нем боксировать. Я думаю, я на нем буду играть. Ух! Как я ему, видали, в ответочку настучал. Да как? Как ты меня так шатаешь, друг? О. Мне кажется ли он читак? У него красная линия не уходила, да, ребят? Кто посмотрел? Сейчас на повторе на ютубе посмотрю. Что у них там за трэблы? Мне показалось, что у него красная линия не уходила. Я сейчас повтор посмотрю.
Добрый вечер. Здравствуйте. Так, сейчас я повтор посмотрю. Повтор посмотрю. Thought we'd see a lull in the action. Here we go again. Tremendous heart. Didn't wait long to get back and get Как я ему, видали, в ответочку настучал. Так, у меня еще 15 секунд есть. Да как? time winding down as we get set for another Как ты меня round. так шатаешь, друг? О, And he's in a world of trouble. I don't know if I've ever seen him this hurt before. не, все честно было. Все было честно. Я сейчас посмотрел, все нормально. Мне просто показалось, что у меня красная линия восстанавливалась. Не, там все хорошо. Endurance is becoming a factor. You can see Я ошибся. this fighter having a hard time getting out of the way of punches, and they're not throwing as many on their own. What can they change? Can they slow the pace down? Can they hope to knock them out early? What can they do? They've got to concentrate and relax. Because you know what you can do in the gym, you can do it in the fight. You've got to relax. Both of these men showing exceptional chins, by the way. Ой, вот это было очень неприятно. Nice exchanges from both men in this round. And that left hook doesn't find its target. Correct me if I'm wrong, but when you're dealing with someone with so much speed, you've got to get your timing right. Some fighters are just gifted. Gifted with such hand speed, footwork, movement. They are gifted. They are the chosen few. And this with that jab. Deontay Wilder. And down О, goes всё. Deontay. В печень ему зарядил. Как дела у тебя, Елена? The final 10 seconds of the round, and he is looking really sharp. Пока дела все отлично. Plan B time after being knocked down in that Видите, round. запыхался он со мной. Down, you've got to think right. Survive. Но от него тоже сильные оплеухи пролетают. There's the belt. Он руками машет, конечно, очень так. Вкладывается сильно в удары. Blocks the jab. Вот сейчас он пытается делать усиленные апперкоты. He misses with that jab. Power is obviously the great equalizer in boxing, but when you know your opponent is relying on that so heavily, how do you deal with it? Sometimes when you get in there with someone that's so powerful, you don't think him. You just got to be smarter than him. You've got to be like a little faggot, a pickpocketer. Ой, ой-ой-ой. Все, тихо-тихо. Притом теперь и мне не показывают здоровье головы в рейтинге. То есть ты сам не понимаешь, сколько у тебя здоровья. Мне тоже не показывают теперь. Ну-ка, я попробую апперкоты подключать тоже. There's no way this fighter can go punch for punch. Their resistance to these blows just isn't the same. This is when you get in the ring feeling like you're King Kong because you know Да you've пойдем. got a chin that Чай. you're not going to get dented. Приятного. Nice exchange here from both men. Вот это хорошо было. Both men step back for just a moment. Very close round with 10 seconds to go.
Оперкоты. Оперативные коты. And a round that seemed like eternity for them finally comes to a close. Every second, every minute of this. Ну да, оперативные коты. Знаете, такой мультик тоже был. Here's the bell to start round 6. Ух. A big left, but doesn't score with it. We both know who the bigger power. And Deontay Отлично. Wilder just got clipped. And right back into the fray. Referee might want to step in here. He's got his eyes on him. Trying to answer back. I thought that was going to be a knockdown at least. Oh, that punch. Ну со мной... У-ху-ху. Ой, я думаю, после такого не встают. Чувак в ноль просто лежит. Ой-ой-ой. Вот это я его вырубил, реально. Че! Просто его уничтожил. Another knockout win here. Не, это было красиво. What a shot. You see Мне shots понравилось. like that, Jim. At least for once, this is on TV. Глаз Thousands заплыл, around правда. the world saw that shot. They probably even heard it. Вот мне нравится вот это, что можно посмотреть. То есть я вижу, что у него 60 выносливости осталось, например. А у меня 90. Значит, я работал эффективнее. Вот видите? Не, это классно. Молодцы. 4 очка я, правда, за него всего получил. Так, идем, значит, новых боксеров пробовать. Такие у него уши, конечно. Да не, я его спать отправил просто. Он это с открытыми глазами некоторые спят. Вот я его спать отправил. А он умеет летать на ушах. Я не знаю. Ну, такие, конечно, они у него локаторы. Зато, знаете, сбоку удар проходит, а там ухо такое. Защищает голову. Ну, как бы шутки шутками, а удар Чебурашка. держит такими ушами. Так, ну что вы на него набросились? Вот у меня, вот, допустим, нос длинный, и что теперь? Вы тоже мне будете тут это? Тупо греческий профиль. Накачивать уши. Ха-ха-ха. Значит, теперь ты будешь Буратино. Так, сейчас ждем до 2 минут и потом это... Раз длинный нос. На вебке Г видно, что он длинный. Ну я-то сижу вот так вот, а если я боком сяду... Да не очень он и длинный.
Ну да. Но это я шучу. Так, кто моя сегодняшняя жертва? А, ну тоже играет на этом же боксере. Хенза. Вот. Хенза Фарадензе. Понятно. Так. Ну, погнали. Не, я вот, если вот подытоживать, все-таки стрим потихонечку подходит к концу. Если подытоживать, я доволен обновлением. Так, я в красных черных трусах. Я обновлением доволен. Явно это правильный шаг был. Я несколько стримов уже говорил об этом, что вот это вот 3 вида здоровья головы и корпуса, ну это неправильно. Хотя, не знаю, может быть, вот именно на корпус я бы оставил несколько здоровья. Но на голову явно только одно должно быть здоровье. Может, как бы на корпус-то и ничего, как думаете? Вот. На голову. Да. Вот это было хорошо. Нет, не бот, здрасте. Здрасте. Это Джей написал, да? Ну, ты просто так тихо сидишь, я как бы не против. Против себя самого. Ну, так вышло, что человек играет тоже за этого же боксера, он только сегодня вышел, все хотят на нем поиграть. Поэтому вот, бой с тенью, с двойником. Да я просто смотрю, ты зашел и молчишь. Я сам понимаю, я сам так сижу у людей на стриме. Бывает, просто поздороваюсь и все. Как бы я не активно пишу, если на стриме нахожусь. Ну просто интересно стало, что вижу несколько раз вижу и как бы не пойму, то есть это реальный зритель или нет. Вот решил найти по соцсети. То есть ты в ВК, да, состоишь? Вот в этой всей компании. Якобс. Так, ну я думаю, хорошо раунд провел. Так, а в основном тебе как скажу, я вот в основном по сюжетным играм, это вот моя небольшая такая страсть, это вот такие вот файтинги, вот, как симуляторы. Состою. Да. Понятно, прикольно, наверное. Как кофе. Угу, Якобс Монах. Якобс Монах. Я вот, пока ты тогда тут сидишь, может, если ты знаешь про это, то скажи. У меня вот такая проблема, я почему-то себя ни разу не видел в категории «часто стримят» и в категории «ламповый стрим». Вот. То есть я пытался сам себя найти, но ни разу я туда не попадал. То есть там какие критерии? В целом-то я часто стримлю, может, просто из-за того, что я по 2 часа всего стримлю, я не подхожу под эту категорию. Я так читал описание, но по описанию вроде подхожу, но меня там все равно почему-то нет. Ну вот поэтому я тут наблюдаю. То есть какая у тебя задача? Ты бан-машина, что ли? За соблюдением правил следишь? Якобса я что-то его Джекобом назвала. Ну, вообще, он... хотя фиг знает. То есть он либо Джейкоб, либо Якоб. Это как бы 2 имени разных, на самом деле. Вот он кто? Наверное, все-таки он Джейкоб. Хотя Якобс, он же тоже через G пишется, да, ведь?
Якобс, он же тоже через G пишется. Джекобс монах. Ну да. Так. А так в Моя целом... задача понять, почему тебя не видно. А, понятно. Не, ну если тебе вдруг просто понравится быть на моих стримах, я Кого тоже... пишут через G+ в чат. Ага. Как бы я не против, если тебе просто у меня понравится, и ты будешь у меня сидеть как зритель. Я всегда рад аудитории новой. Пусть будет кофе. Ух, хорошо, я ему настучал. Так, в целом, пока вот есть представитель ВК, хочу сказать, что Кофе против кофе. площадка мне очень нравится. Мне нравится здесь развиваться. Вы, ребята, молодцы. Это сейчас не то, что там что-то подкалимничество. Я по факту говорю, потому что я долго на всяких разных площадках был. Вот. Я в целом и на ВАЗде радовался, когда она появилась. И я очень сильно верил в проект. И мне потом очень больно было смотреть, когда они начали эти все конкурсы устраивать с лигами стримеров там, и так далее. И вот эти махинации были. Я вот вас очень зауважал, когда прочитал пост про то, что вы забанили людей, которые нечестно себя вели в конкурсе. Потому что вас такое вообще никогда не делал. Мы сколько раз жаловались на людей там в Дискорде, что вот, ну, жульничают люди, скидывали пруфы, и всем было похрен просто. А у вас все-таки вот за этим следят, и это очень здорово. Ну и обновления часто выходят. Нравится еще, что транскодинг есть сразу. Потому что Пойду отдыхать. на многих, Хорошего стрима. на многих Отличного площадках. настроения. Лай стоит. Хорошо, спасибо. Спасибо. Ну, в общем, там, кстати, можешь мне в Телеграме написать, если что-то будет известно по этому поводу, что вот почему меня не видно. Вот, там можешь мне написать как контактные данные мои. Вот в этот Телеграм, который я тебе написал. Что-то он не падает, вот это мне не нравится. Ты что не падаешь, а? А ну падай. Телеграф. Телеграф. Да. На. Так-то я фильмы не стримил, сериалы, ничего я такое не стримлю, чтобы попасть в теневой бан. Вот. У меня на канале только игры. Ну, не знаю. Звонок по телеграфу. Почему-то вот так вот. Спасибо за приятный отзыв. Мы стараемся быть лучше всех, прислушиваясь к посетителям и стримерам площадки iWeb5 Love. Да, не, ну это вот честно, я просто вот действительно говорю, что мне есть чем сравнить. Как себя люди на других вот вели площадках. Единственное, что, конечно, это очень тяжело, это привлекать зрителей на площадку. Я понимаю, что там и куча рекламы и так далее, что, ну, тяжело это все. Конечно, хотелось бы побольше зрителей, но это все не очень быстро. Да и вообще сложно людям что-то перестраивать, когда они там привыкли все на Твиче смотреть, например. Я вот сейчас в основном подрубаю на YouTube и ВК. У меня самые основные площадки. Но еще Яндекс.Дзен, но я туда просто ролики выкладываю. Twitch я выкладываю просто для людей, которым удобно там смотреть. Единственное, что, опять же, я скажу вам, пока вы здесь, тоже... Вот что мне, ну да, этот пункт не очень нравится, как начинающему стримеру, это вот
когда я набирал вот эти уровни, базовый, там первый уровень, очень сложно набрать, когда у тебя не такая большая аудитория, 4000 рублей на платных подписках. Я вот честно даже не знаю. Этот базовый набрал в этом месяце, доволен, конечно, потому что 2 раза у меня не получалось по среднему онлайну его набрать, а в этот раз получилось. Но как набирать первый, я пока не представляю, потому что, ну, сложно заставлять, потому что не то, что заставлять, а вообще как-то побуждать людей что-то там платно подписываться. Когда у людей в голове такое, что, типа, зачем мне платно подписываться, если я и так могу бесплатно смотреть, правильно? То есть вот этот пункт, может, как-то я бы переработал на какой-то другой, потому что, ну, я не знаю, как мне это условие выполнить, честно. Понятное дело, можно через серые схемы что-то там сделать, но я так не хочу. Можно было бы там какую-нибудь одну платную подписку сделать, там это Супер Шейх 4000, да, дать их другу и сказать: братан, подпишись на меня там. Вот. Он на меня подписывается, и я выполняю условия, да, и эти деньги все равно капают мне, ну да, там с процентами, допустим. А через белый? Он вообще не падает, вы заметили? Не, это что-то не то, ребят, он читер. Это что-то не то. Я ему так бошку отбиваю, а он живой. Такое не может быть. Тем более, когда сейчас здоровье головы только на одну сторону, ну, общее, он не может так много ударов вынести. Вот и посмотрим как раз, что у него творится по статистике в конце потом. Выигрываем по очкам, короче. То есть, понятное дело, что люди через серую схему могут так сделать. И потом тоже хрен докажешь. Ну, вот друг на меня подписался за 4000. Я что? Как это можно оспорить, например? Да никак. Невыносимо. Так что, ну вот, как-то так. Ну, я думаю, конечно, я там добавил смайлики, и там всякие эти уровни подписки, что у меня тоже значки меняются. Ну, посмотрим. А через белую схему? Через какую белую? А белой схемы тут нет. Белая схема — это если на тебя люди сами подписываются, и ты набрал честно всех этих, всю эту сумму. 4000. Вот это белая схема. А серая схема — это вот либо создать, не знаю, какой-нибудь левый ак и самим левый ак создать и на самого себя подписаться тоже. Ну, не знаю, я говорю, то есть я так не хочу делать. Может, кто-то так и делает. Мне совесть не позволяет такие вещи делать. Это бывает даже мешает, знаете, в мире в нашем, на самом деле. Но я не жалею, что у меня такой набор качеств, как бы все эти качества делают меня мной. Если что-то убираешь уже, значит, это не я, правильно? То есть, вот я именно, это набор вот этих вот качеств. Как положительных, так и отрицательных. Вот. Как бы в данной сфере, может быть, это и отрицательные качества. Такое, потому что надо быть более таким, да, ушленьким, может быть, в чем-то. И так далее. Ты — набор качеств. Да, и ты тоже. Ты что, не набор качеств, что ли? То есть, вот, допустим, да, тебя клонировали, да?
А я не набор качеств. Я человек. Ну, конечно. Вот, допустим, да, тебя клонировали. Но они не клонировали твой образ мысли, да, твои какие-то повадки, привычки и так далее. Просто, то есть они тебя клонировали, и это другой человек, как вот эти два боксера, да. Но он чистый. То есть он ничего из этого не перенял у тебя. И я смогу определить, кто из них кто. То есть, кто ты настоящий, да, например, а кто двойник. Потому что именно по таким вот привычкам, повадкам и по общению, по образу мысли, да. То есть, допустим, два вот этих человека, да, только один мне говорит привет, а другой говорит мне мир в страдании. Но я сразу пойму, кто из них снайпер, правильно? Хотя выглядят они одинаково. Потому что только снайпер мог так написать. Вот и все. То есть, что ты на это скажешь, а, Илон Маск? Ха-ха-ха-ха. Ну, по факту ведь. И меня тоже делает, меня мной, это мой образ мысли. То есть, если меня, допустим, клонируют, и вы сразу же заметите, да, на стриме, что чувак сидит, и он себя по-другому ведет, по-другому отвечает. Опять же, он там в самом начале стрима не будет говорить «Hi, ladies and zables, and baby one ladies and baby one zables, hi». Здравствуйте. И вы скажете, что за фигня, кого нам посадили? Это двойник, все, звоните. Антоху инопланетяне украли. По факту. Но звучало мир в страдании из твоих уст немного смешно. Понятное дело. А если клон будет пародировать... Ну, опять же, настоящие люди, которые меня знают, поймут, где неповторимый оригинал. Понимаете? Ну, а ладно, хорошо. Вот по моему мнению я объяснил, да, с моей позиции. А с твоей позиции тогда, что тебя делает тобой? Он ни разу не упал за 8 раундов. Мне вот интересно будет на его здоровье посмотреть. Куда это ты намылился, а? Ну, читер. Но мне будет интересно посмотреть, что ему в конце это полоска здоровья, как у него будет идти в течение всего этого времени. Я, кстати, на счет даже не смотрел, кто у нас там ведет. Да, толком и ничего. Будет сложно отличить от клона. Да не, если даже не про клона говорить, а просто про то, как ты считаешь. То есть мы опустим вот этот момент с клонами, да, просто вот, что ты считаешь делает тебя тобой. Или вообще не тебя тобой, например, а человека вот именно. Ну, или проще, да, сказать, тебя тобой. Что делает. Или любого человека, вот, что его делает именно им. Так, что там по очкам-то? У него ни синяка нету, ни сечек.
Это при том, что я ему бошку отбиваю просто. Чистенький прям. Так. Ну я не знаю, не, я не верю. Что-то тут не так. Ну неужели я его положить не могу? У меня сечка второго уровня. У меня сечка второго уровня. То есть я ему напихал в лицо, а сечка второго уровня у меня. Нормально, да? То есть я его бью, а сечка второго уровня у меня появилась. Это как это вообще? Это в какой вселенной все это происходит? Я не понял. Он это, да? Как в доте, как это? Обратка, да? Я забыл, как там артефакт этот называется. Мне сечку второго уровня поставили. Это при том, что я бил его, а сечка второго уровня мне досталась. Нормально. Так, ладно, пауза небольшая. Передохну. Такс. Вот сейчас я опять смотрю, типа, часто стримит. Что-то вот я себя не увидел. Не, ну ладно, это... Тут все равно случайно люди попадаются. Я не должен там постоянно высвечиваться. Ой, уже началось. Я проигрываю! Как я могу проигрывать? Мы что, в разных играх играем? Я не понял. Как я могу проигрывать? Он же не бьет вообще. Это бред какой-то. Я проигрываю по очкам. Как я могу по очкам проигрывать? Он же не бьет вообще. Я по очкам проигрываю, ребят. Прикиньте. Не знаю, как я по очкам проигрываю. Я говорю, мы, наверное, это рассинхронно деремся, то есть он дерется со мной, я не вижу этих ударов, а я дерусь с ним и не вижу его ударов. Поэтому я не знаю, как это объяснить. Что я ему лицо вскрываю уже 10 раундов. Ну ладно, что я его повалить не могу, но как я по очкам проигрываю, я не понимаю. В какой это может быть вообще? Там судья это... В глаза долбится, что ли? Как это вообще может быть? Ну ладно, я сразу изначально понял, что с ним что-то не так.
просто дождусь 12-го раунда, даже если я проиграю, мне пофиг. Как бы. Я до этого несколько победил. Раз. Мне этого хватит. В целом я все равно доволен и стримом сегодняшним, и обновлением. Он мне не испортит впечатление. Но странно. То есть, ну видите, как я ему настукиваю? У него ни синяка, ничего вообще. Ни разу не упал. То есть вот, видите, я и контрудары наношу. И просто ему по голове настукиваю. 0 эмоций. Ну, игра как бы... Игра находится еще в бете, поэтому... Наверное, что-то с регистрацией попаданий. То есть мои попадания считаются ему, а не мне. Я больше никак не могу объяснить, как вот это может быть такое, что я так его неплохо разматываю, и при этом по очкам я его не выигрываю. Хрен с ним, ладно. Я согласен здесь на ничью, но как-то проигрывать немножко обидно. Потому что, ну, я не чувствую здесь, как он вообще может выиграть. Как я активно работаю и попадаю, и как он там раз в 1000 лет ударит меня. Если бы он хорошо бил меня, я бы уже упал давно. Правильно? А если он меня до сих пор еще не повалил, значит, он что-то не так делает. Хотя я думаю, мы, наверное, оба заглючили. По сути-то и у меня это... Я синяков-то особо не вижу. И я тоже не падаю. Потому что он тоже так про меня думает. Типа, я его бью-бью, а он не падает. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, что там графики покажут. Ох, вот это было неприятно. Ну вот, 12 секунд остается. Ничья. Ну, слава богу, что ничья. Вот. Я доволен, что это ничья, потому что странный бой вообще максимально. Он не падает. У меня там эта сечка открылась. Судьи вообще показывают, что он побеждает по очкам каким-то там вообще невероятным образом. Поэтому я не знаю. Либо нам показывают только одного из судей. То есть нам показывают, что какой-то судья считает именно так, что побеждает этот боксер, например. Поэтому нам и показали, что может быть какой-то судья, который присудил вот победу Хензелу,
который против меня играл. Курт Лонг. И нам показывали его. А могли показать, допустим, Франка Уайта. Он показал бы вот это. Ну, вы посмотрите на это. Вы посмотрите на это. У нас у обоих 100% здоровья. По этим графикам. То есть у нас по этим графикам у обоих 100% здоровья. Эта игра лаганула, короче. Он не читер. Смотрите, я просто сам... Сейчас я перемотаю. Попробую. Я просто не посмотрел. Я больше никак не могу... А, подождите. У меня здоровье 47 было, когда я дрался. Но здесь почему-то по графикам показывают, что у меня 100% здоровья. Странно. Ну, короче, либо он читер, либо игра как-то заглючила. Я думаю, все-таки игра заглючила. Я не думаю, что он читер, потому что у нас у обоих типа по 100% здоровья. Поэтому ни я не падал, ни он не падал. Но у меня сечка открылась. А у него там что-то синяки чуть-чуть появлялись. Ну и башка-то у него тоже отбивалась. Вот. Так что как-то так. Ладно, репортить я его не буду. Вот. Все-таки тут ситуация неоднозначная. За ничью минус дают. Это как-то... Не знаю. Башка отбитой. Да. А что за ничью эти очки снимают? Я думаю, это неправильно. За ничью должны 0 давать. Так, ну ладно, буду заканчивать. Спасибо всем, кто смотрели. Подытожу, обновление классное. Мне понравилось. Боксеры хорошие. Единственный только вот левша. Этот, как его? Я забыл. Пока. В общем, новый боец. Вот, который левша. Он это... Мне на нем тяжело показалось. Но может еще поиграю, привыкну. Попробую еще раз за него поиграть. В тяжах прикольный боксер. Я буду на нем играть точно. В среднем тоже. Оба они играбельные. Понравилось, что общее здоровье теперь. Понравилось, что можно теперь отслеживать здоровье и выносливость, когда раунд заканчивается. Точнее, не раунд, а вообще поединок. Вот. Будем ждать новых обновлений. В основном именно что по читерам. Чтобы побыстрее вышел античит и люди вернутся обратно. Все, приходите на вечерний стрим, который будет, скорее всего, где-то 9:30. Вот так вот. Я вам сейчас кину ссылочку на мои соцсети. Кто захочет поддержать донатом, тоже можете отправить. Я сейчас коплю на видюху. Все пойдет на видеокарту. Вот. Держите. Везде сейчас вам кидаю. Вот, пожалуйста. Поддержка канала и полезные ссылки. Все. Всем спасибо. Пока.